Она была на работе, когда заметила, что ее пациентка, которая больше года находилась в коме, начала двигать рукой. Когда они увидели, что она написала, им пришлось вызвать полицию. Это был обычный день в городской больнице. Солнце ярко сияло на голубом небе, создавая атмосферу покоя и умиротворенности. В больнице было на удивление тихо, что было довольно необычно для места, где раньше кипела постоянная деятельность. Джулиана, одна из медсестер, ходила по коридорам с блокнотом в руке, проверяя состояние пациентов, находящихся в коме. Когда она подошла к палате Лилиан, 35-летней женщины, которая больше года находилась в коме, молодая женщина мягко улыбнулась и вошла. Солнечный свет проникал в комнату через открытые окна, создавая теплый и располагающий свет. Медсестра подошла к ее кровати и заботливым тоном завела разговор. «Как дела, Лили? На улице еще один прекрасный день, да? Как ты себя чувствуешь сегодня?» – спросила она, глядя в закрытые глаза Лилиан. Она продолжила: «Вы не поверите, но в больнице сегодня так тихо. Редко можно увидеть это место таким, без повседневной суеты. Я также думаю, что может пойти дождь. Уже собираются тучи». Говоря это, она воспользовалась возможностью поправить простыни и взбить подушку, чтобы убедиться, что все было удобно. Медсестра также проверила, правильно ли работает медицинское оборудование, посмотрев на показатели жизнедеятельности женщины на мониторе. «Знаешь, Лили, иногда я задаюсь вопросом, что было бы, если бы ты проснулась и смогла ответить на все мои вопросы? Я бы хотел услышать твой голос», – сказала она с грустной улыбкой. Лилиан казалась умиротворенной, как будто крепко спала. Молодая женщина, поддавшись порыву, взяла ее за руку и на мгновение задержала, пытаясь выразить свою поддержку и молчаливую привязанность. «Кто знает, может быть, однажды?» – размышляла она. Она вернулась к уборке в комнате, наблюдая, как на небе уже собирается несколько серых облаков, закрывающих солнце и угрожающих спокойствию дня. Решив, что лучше закрыть окна, пока не начался дождь, медсестра на секунду положила блокнот на каталку женщины, рядом с ее рукой. Однако внезапно она услышала звук падения блокнота на пол. Удивленная, она быстро обернулась и увидела, что рука Лилиан дрожит. От этого зрелища сердце Джулианы учащенно забилось, и на несколько секунд она была парализована, наблюдая за этим чудом. Она понятия не имела, что происходит, поскольку никогда раньше не видела ничего подобного. Затем она побежала в приемный покой и позвонила дежурному врачу по внутренней связи, чтобы оценить ситуацию, сказала она, задыхаясь и волнуясь. В ожидании врача медсестра продолжала наблюдать за рукой женщины, размышляя о возможных причинах этого явления. И когда Ричард прибыл, он тоже был ошеломлен. «Мы собираемся провести несколько тестов, чтобы понять, что происходит», – взволнованно сказал он. В этот момент мирная и спокойная атмосфера в больнице сменилась беспокойством и дурными предчувствиями. Слух о том, что пациент выходит из комы, быстро дошел до всего персонала, и в больнице начался переполох. После этого эпизода медицинская бригада решила провести ряд тестов, чтобы разобраться в ситуации. Они начали с визуализирующих тестов, таких как МРТ и КТ, а также электроэнцефалограммы и анализов крови. Джулиана внимательно следила за всем процессом, беспокоясь о самочувствии Лили. «Доктор, что могло случиться с Лили и пытается ли она связаться с нами?» – с тревогой спросила медсестра. «Джулиана, мы не можем сейчас делать поспешных выводов. Анализы помогут нам лучше понять ситуацию, тем более, что она довольно необычная», – ответил мужчина, стараясь сохранять спокойствие. Во время анализа у Лилиан появились интригующие признаки мозговой активности. Несмотря на признаки реакции, сигналы было трудно уловить и интерпретировать. Паттерны ее синапсов были нетипичными, как будто они были чрезвычайно слабыми или колеблющимися. Эта ситуация стала испытанием для врачей. Пока команда изучала результаты, произошла еще одна неожиданная вещь. Медсестра заметила, что выражение лица женщины изменилось, как будто она пыталась улыбнуться или нахмуриться. Это было что-то невероятное и интригующее. Врачи не знали, что делать, когда увидели едва заметные изменения в выражении ее лица.
В конце концов, это было нечто совершенно неожиданное для человека, находящегося в коме. Мы видим, что результаты говорят об одном, но она явно делает что-то другое. Поэтому я не думаю, что мы должны полагаться только на тесты. Давайте попробуем поговорить с ней». И как раз в этот момент уголок рта Лилиан слегка дернулся, как будто она пыталась улыбнуться. Это действительно невероятно. Хорошо. Давайте попробуем поговорить с ней и посмотрим, сможем ли мы выявить какую-либо связь между изменениями в выражении ее лица и попытками общаться, предложил доктор Ричард, стараясь сохранять спокойствие и профессионализм перед лицом необычного события. Затем Джулиана подошла к ее кровати и начала задавать простые вопросы, например: «Лилиан, ты слышишь мой голос? И если ты понимаешь, что я говорю, попробуй улыбнуться». И ко всеобщему удивлению, Лилиан, казалось, реагировала на вопросы, едва заметно меняя выражение лица. Команда медиков была ошеломлена открытиями и приступила к дальнейшему расследованию случая этой женщины. Помимо выражения ее лица и движений руки, они искали другие признаки общения или реакции, которые могли бы доказать, что она была в сознании. Эта череда интригующих событий еще больше укрепила решимость всей команды разгадать тайну и помочь ей выздороветь. С тех пор, как начались необъяснимые события, прошло несколько дней. Ричард был потрясен этим случаем, особенно потому, что анализы продолжали показывать результаты, как будто она ни на что не реагировала, несмотря на то, что все, что она делала, свидетельствовало об обратном. Медсестра продолжала навещать пациентку каждый день и разговаривать с ней как обычно, поскольку у женщины не было семьи. История Лилиан на самом деле была загадкой. Никто не знал, где она находилась до того, как ее нашли в ту трагическую ночь. Она лежала посреди пустынной дороги, вся в синяках и крови. Макс, проезжавший мимо водитель, нашел ее и отвез в больницу. Была холодная дождливая ночь. Дул сильный ветер, от которого деревья раскачивались, а листья летали по воздуху. Темноту дороги прорезал только свет фар автомобиля мужчины. Он никогда бы не подумал, что в ту ночь застанет женщину в такой ситуации, беспомощную и на грани смерти. Когда они прибыли в больницу, на ней был порванный и грязный халат, к которому был прикреплен стикер с именем. На нем было написано «Лилиан». Медицинский персонал предположил, что это ее имя, и стал называть ее так. С того дня она находилась в коме и так и не пришла в себя. Никто не искал ее, и прошло больше года с тех пор, как она была в больнице. Жизнь женщины была одинокой и тихой, но присутствие Джулианы приносило немного утешения и общения. Девушка задумалась о своем прошлом, о том, кто она такая, откуда взялась и почему никто не стал ее искать. Она представила себе обстоятельства, которые привели к этому. Лилиан была в таком печальном состоянии и жалела, что не может помочь ей прийти в себя и узнать правду. Тем временем врачи продолжали расследовать этот случай и пытаться понять причину ее мимики и движений, несмотря на то, что анализы показали неубедительные результаты. Поиск ответов стал личным и профессиональным испытанием для всех участников, особенно для медсестры, которая была полна решимости разгадать тайну и, возможно, помочь Лилиан вернуть ее жизнь в нормальное русло. Шли дни, и женщина начала медленно сжимать пальцы, как будто держала воображаемую ручку. Молодая женщина предложила вложить ручку в ее руку, но врач по-прежнему был настроен скептически. «Я не знаю, хорошая ли эта идея, Джулиана. Возможно, мы неправильно истолковываем ее движение», – сказал доктор. «Ричард, лучше просто продолжать наблюдать». Однако, оставшись наедине с Лили, Джулиана решила осторожно вложить ручку между пальцами пациентки и побудить ее писать. «Лилиан, пожалуйста, попытайся что-нибудь записать», – с надеждой попросила она. Сначала, как и ожидалось, на бумаге появилось всего несколько неразборчивых каракулей. Медсестра была немного расстроена, но не сдавалась. Она продолжала пытаться каждый день, держа это в секрете от врача. Наконец Лилиан записала что-то похожее на цифры. На каждом листе свой номер. Медсестра показала документы мужчине, который был так же озадачен и недоверчив, как и другие специалисты. Что это значит? Он спросил. Поэтому они решили попросить женщину продолжать записывать то, что она хотела им сказать.
Лилиан записывала все новые и новые цифры. И вдруг буква «Н». Ничего не имело смысла. Она снова написала целую последовательность цифр, букв, а затем еще одну букву «Е». «Боже мой, что происходит?» «Что вы имеете в виду, Лилиан?» Доктор был в замешательстве, пока один из врачей, который ранее работал специалистом по технологиям и геолокации, не взглянул на записи и не воскликнул. «Это похоже на координаты. Буквы «Н» и «Е» означают север и восток, широту и долготу, а эти цифры могут быть географическими координатами какого-либо места». Вся больница была заинтригована еще больше, и команда продолжала поощрять Лилиан писать. Она заполнила координаты и, поискав в интернете, обнаружила, что они указывают на отдаленный район посреди леса, примерно в 25 милях от нее. Затем врачи решили, что пришло время вызвать полицию, поскольку ситуация становилась все более и более странной. Они объяснили полицейским всю ситуацию, начиная с комы Лилиан и заканчивая координатами, которые она записала. Однако произошло нечто еще более загадочное. Прежде чем они отправили подразделение для проверки местоположения, Лилиан успела написать, наполовину нацарапав, что-то похожее на слово «осторожно». Полиция была поднята по тревоге и отправила подразделение для обследования района, указанного в координатах. Когда они добрались туда, там ничего не было. Они искали несколько часов и ничего не нашли. Когда они уходили, один из полицейских споткнулся обо что-то на земле. Заинтригованный, он убрал листья и не поверил своим глазам, когда увидел маленькую дверь, похожую на вход в бункер. Двое полицейских вошли внутрь и обнаружили что-то вроде заброшенной подземной клиники. Старое выветренное строение было покрыто виноградными лозами и мхом. Ржавые двери свидетельствовали о заброшенности этого места. Атмосфера вокруг была тяжелой и мрачной. Осторожно продвигаясь вперед, полицейские сообщили о своих находках в штаб-квартиру по рациям. «Кажется, что здесь все давным-давно заброшено. Мы находим носилки и хирургические принадлежности, разбросанные по всему полу», – сказал один из мужчин. «Продолжайте осторожно. Мы не знаем, что вы можете найти», – ответил командир. Пока офицеры осматривались, они обнаружили пустые комнаты и темные коридоры. Пыль покрывала пол, а воздух был пропитан запахом плесени и разложения. Они слышали эхо собственных шагов и звук собственного прерывистого дыхания. Смерть. Все было очень мрачно. Комнаты с ржавыми стоматологическими креслами, шкафы с разбитыми лекарствами и острыми предметами, на которые было страшно даже смотреть. Один из полицейских прокомментировал по радио, что, похоже, это место использовалось для зловещих медицинских практик. Наконец они добрались до конца бункера. Они обнаружили дверь с несколькими запорами и толстыми засовами снаружи, которую они никак не ожидали здесь найти. Что это такое? И как раз в тот момент, когда они были готовы выломать дверь, из тени внезапно появился мужчина и начал драться с полицейскими. «На нас напали, неизвестный подозреваемый», – крикнул один из полицейских по рации. Это была напряженная борьба, но полиции удалось обездвижить таинственного мужчину. Ситуация на месте происшествия стала еще более интригующей, и все задались вопросом, что же, черт возьми, скрывается за этой запертой дверью, о которой подозреваемый не хотел, чтобы они узнали. Он задержан. «Мы собираемся приступить к вскрытию двери», – сообщили они диспетчеру. Адреналин и напряжение усилились, и сотрудники подразделения с особой осторожностью взломали замки, понимая, что за этой дверью они могут обнаружить что-то ужасное. Они готовились к неизвестному, но ничто не могло подготовить их к тому, что им предстояло узнать. Затем полицейским с грохотом удалось открыть дверь. В комнате было совершенно темно, и они быстро включили фонарики и направили оружие на то, что там находилось. То, что они увидели, было настолько шокирующим, что они никак не отреагировали. На их лицах застыли недоумение и ужас. «Боже мой!» – пробормотал один из них, не в силах закончить фразу. «Как такое возможно?» – спросил другой дрожащим голосом. В углу комнаты, обнявшись и дрожа от страха, стояли девочка-подросток и маленький мальчик лет 5. Мужчины медленно подошли к ним, пытаясь успокоить. «Теперь все в порядке. Мы пришли, чтобы помочь вам».
Брат и сестра, все еще травмированные, подозрительно посмотрели на полицейского, но позволили спасти себя. Они были очень напуганы, а когда вышли из бункера и увидели солнечный свет, маленький мальчик закричал, закрыв лицо руками и плача. Сестра обняла его и сказала: «Успокойся, Его, это всего лишь солнце». Снаружи было видно, насколько они истощены и как с ними плохо обращаются. Их лица были бледными, глаза глубоко посажены, а одежда грязной и изорванной. Волосы девочки были спутаны, а у мальчика по всему телу были синяки. Убитые горем полицейские немедленно доставили их в больницу, не имея ни малейшего представления о том, что там произошло. Было так много вопросов. Кто были эти дети? И тот таинственный мужчина? Как они там оказались? По дороге братья прижимались друг к другу, словно боялись, что их все в любой момент разлучат. Полицейские попытались заговорить с ними, но они произнесли всего несколько слов и выглядели испуганными. Когда они прибыли в больницу, врачи и медсестры во главе с Джулианой уже ждали их. Персонал встретил их с теплотой и заботой, стараясь утешить, и приступил к первой процедуре. Девочка со слезящимися глазами посмотрела на медсестру и прошептала: «Спасибо вам. Спасибо, что вытащили нас из этого ужасного места». Джулиана, взволнованная, просто улыбнулась и ответила: «Мы позаботимся о тебе. Теперь ты в безопасности». Пока братьев осматривали и оказывали им медицинскую помощь, полиция продолжала осматривать место происшествия и подозреваемого, который был арестован. Обнаружение братьев и сестер только добавило загадочности этому делу и дало понять, что предстоит раскрыть гораздо больше. Медсестра сейчас больше, чем когда-либо, верила, что Лилиан пытается помочь раскрыть это темное дело. Но откуда она все это узнала? И что еще могла рассказать эта женщина? И как она была связана с этими маленькими детьми? Как раз в тот момент, когда она вела детей в палату, где их должны были принять. Джулиана проходила прямо перед палатой Лилиан. Именно в этот момент вся больница остановилась, услышав крик мальчика. «Мама! Мама!» Девочка воскликнула. «Мама!» И, вырвавшись от врачей, подбежал к женщине и начал безутешно плакать. Маленький мальчик слез с колен медсестры и вскоре появился сам. Несмотря на все трудности, он забрался на кровать и обнял женщину, по его лицу текли слезы. Что это была за сцена? Никто не мог в это поверить. Раскрывая тайну, история началась с того, что женщина и ее маленькая дочь Луна, которой на тот момент было 10 лет, прогуливались по парку, когда к ним подкрался мужчина и схватил маленькую девочку. Мать в отчаянии бросилась за ним, но в итоге попала в ловушку. Мужчина схватил их обоих и запер в заброшенной подземной клинике, где жестоко обращался с ними, и подверг молодую женщину всевозможным издевательствам. В этот момент Макс, водитель, нашел ее посреди дороги и отвез в ближайший город, расположенный примерно в 25 милях. Эта женщина попала в больницу в состоянии комы и больше не приходила в сознание. Однако, поскольку на ее платье была наклейка с именем Лилиан, похититель был встревожен и хотел, чтобы она сыграла роль его покойной жены Лилиан. Они подумали, что это ее имя. Но настоящее имя этой женщины было Ванесса, поэтому они не нашли никакой информации о пропавшей Лилиан, и никто не пришел искать ее в больницу. В бункере, несмотря на то, что мужчина пытался что-то сделать с Луной, она была такой же храброй, как и ее мать, и боролась с ним. Поэтому, видя, что ему ничего не удастся добиться, он решил не беспокоить ее и продолжал держать их взаперти, продолжая поиски Лилиан. Но произошло нечто невероятное. Это было так, как если бы душа Ванессы не смогла уйти и осталась там, на окраине больницы, бродя вокруг и пытаясь предупредить людей о ее детях. Она всегда наблюдала за людьми и пациентами, но ей никогда не удавалось поговорить с ними. Казалось, что ее тело и разум больше не связаны. Все, чего она больше всего хотела, это знать, как защитить своих детей. Но она не знала как, пока однажды не поняла, что он может пошевелить ее рукой и, возможно, записать координаты того места, где они находятся, чтобы кто-нибудь мог их спасти.
Дети безутешно плакали рядом со своей матерью, лежащей в коме. Все были озадачены. Затем Ванесса выдавила из себя последнюю слабую улыбку, повергнув всех окружающих в шок. Внезапно кардиомонитор показал ужасную ровную линию, издав долгий непрерывный звук. На присутствующих это произвело еще большее впечатление, и они поняли, что миссия матери выполнена, и теперь она может спокойно уйти. Несколько дней спустя они узнали, что у детей есть отец, который долгие годы искал свою жену и дочь. Встреча была эмоциональной и незабываемой. Когда отец увидел своих детей, он обнял их, не переставая плакать. Луна, которой сейчас 15 лет, представила своего младшего брата Яна их отцу, и они снова обнялись со слезами на глазах. Эмоции были очевидны, и этот момент навсегда остался в их жизни. Семья, теперь воссоединившаяся, двигалась дальше, вместе встречая испытания, которые бросала им жизнь. Они знали, что, несмотря на потерю матери и трудности, память о Ванессе и ее наследие будут жить в их сердцах, ведя их к светлому будущему, полному любви. Если вам понравилась история, то, несомненно, следующее видео, то, которое появится на вашем экране, тоже растрогает вас. Не забудьте подписаться на канал. Поднимите большой палец вверх и активируйте колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одного нашего следующего видео. Крепко целую и до встречи в следующем сюжете.